Всем привет! Вы на канале Геомастера Боиса. Сегодня мы покажем, как сделать разделочную кухонную доску из дерева в форме поросенка. В качестве образца мы взяли такую кухонную доску, которая сделана из фанеры, но мы немножечко ее модернизируем и сделаем намного качественнее. В качестве основания для кухонной доски мы возьмем такую шпантированную древесину, которая имеет толщину 1,5 сантиметра. Но можно использовать обычную толстую фанеру. Она тоже хорошо подходит. Еще нам понадобится рисунок. Здесь нарисована свиноматка с поросятами, выполненная на кальке, которую мы перевели из оригинала. Но можно взять уже любую свою картинку, в форме которой вы будете делать досточку. Для перевода картинки на дерево понадобится обычная копировальная бумага и обычная ручка или карандаш, чем мы будем выводить контур. Для выжигания воспользуемся обычным выжигателем. У нас он качественный, еще старых времен, который имеет 3 режима нагрева этого жала. Для выпиливания контура досточки можно воспользоваться электро- или ручным лобзиком. Зуб должен быть на пилке очень маленький. Я воспользуюсь полотном с прямым мелким зубом, для того, чтобы не было сколов и был чистый срез. Для начала возьмем деревянную доску или фанеру, положим на нее копировальную бумагу по размеру рисунка и придавим с помощью кнопок рисунок, для того, чтобы без смещения обвести контур на дерево. Теперь мой помощник обведет контур поросенка для последующего вырезания и выжигания досточки. Вот контур поросенка обведен. Теперь будем снимать копировальную бумагу и кальку. Как видите, все контуры обведены, и можно приступить к выпиливанию контура. Если какие-то части контура плохо просматриваются, то можно еще раз обвести этот контур простым карандашом. Теперь возьмем электрический лобзик, установим скорость пропиливания на максимум и начнем пилить контур этого поросенка. После выпиливания получился такой контур. Важно, чтобы не было никаких запилов лишних. Все ровно и гладко. После этого необходимо обработать шов спила с помощью мелкой наждачной бумаги, и можно приступить к выпиливанию. Как видите, полотно с мелким зубом прямым пилит почти без сколов, и здесь почти нет необходимости обрабатывать эту древесину. И после этого аккуратно выжигаем контур, не спеша, чтобы не было отдельных прогаров и линия была одной глубины. Вот такой получился поросенок после выжигания. Теперь осталось взять мелкую наждачную бумагу и пройтись углы с наружной и внутренней стороны, для того, чтобы не было задиров, такие как вот здесь. Хоть рез чистый, но все равно есть небольшие задиры, которые могут в дальнейшем попасть в руку и нанести травму.
И перед тем, как лакировать лицевую часть досточки, необходимо взять мелкую наждачную бумагу и хорошо отполировать, отшлифовать лицевую часть. Шлифовать необходимо круговыми движениями, чтобы не было царапин. И после этого приступим к лакированию досточки. Для того, чтобы не было ворсы, возьмем обычную мочалку для мытья посуды, отрежем от нее кусочек, и с помощью него можно будет полакировать эту досточку без ворсы. Я использую паркетный лак, он дает немножечко темный тон, но богатый глянец. Лакируем дерево по волокнам, чтобы лак хорошо впитывался. И также пройдемся боковую торцевую часть, для того, чтобы она при мытье не разбухала. Следим, чтобы не образовывались пузырьки воздуха, потому что при застывании они дадут некрасивый рельеф. В конечном итоге у нас получилась такая красивая кухонная разделочная доска в форме поросенка. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как сделать кухонную досточку в форме поросенка из дерева. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!